Друзья, приветствую всех. Это «Система». Разбираем и анализируем то, что действительно важно. Сегодня речь пойдет о событии, которое войдет в историю не только в военной науке, но и отразится в учебниках школьной программы. Ну, судите сами. Киев утопил Москву. В апреле прошлого года, на втором месяце российского вторжения, в результате успешной спецоперации Украины Кремль потерял крейсер, Черноморский флот флагмана, ну а вторая армия мира, похоже, тогда окончательно потеряла веру в свою непотопляемость. Знаете, между крейсером «Москва» и между подлодкой «Курск» есть нечто общее. Несмотря на то, что обе катастрофы случились с разницей в 20 лет, оба корабля Кремль без сожаления послал на дно, тщательно скрывая причины и жертвы. Помните Путина на шоу CNN у Ларри Кинга? «Что случилось с подлодкой?» – спросил Ларри. «Она утонула», – безэмоционально ответил главнокомандующий. Про утонувший флагман «Москву» и погибших членов экипажа Путин вообще не вспомнил, даже во время своего пафосного обращения к Федеральному собранию. Как говорится, приплыли. Высшее руководство стыдится даже своих погибших моряков называть, ну и предпочитает вообще не вспоминать о происшедшем. Это урок всем русским военным. Кремлевская банда готова закопать в Украине десятки и сотни тысяч своих граждан. Сотни тысяч бессмысленно утраченных жизней. Сколько еще живой силы и техники надо уничтожить, чтобы до зомби-армии начало доходить? Что, ребята, не все так однозначно. Но вернемся к Москве. Непотопляемый корабль, гордость и символ Черноморского флота усилиями украинского «Нептуна» пошел на дно. Ну и стал символом перелома в войне. Этот триумф на море положил начало громким спецоперациям ВСУ. Редакция «Системы» собрала факты, как получилось отправить Москву на дно, к чему это привело и как украинские военные развивают свой успех. Ваши лайки, комментарии и версии, как всегда, приветствуются. Поехали! Вечером 13 апреля прошлого года официальный Киев сообщил, ВСУ нанесли удар по крейсеру «Москва» в Черном море двумя украинскими ракетами «Нептун». Корабль, находящийся в 150 километрах от Одессы, пока на плаву, но, видимо, ненадолго. Протикорабельними ракетами «Нептун» уражений крейсер «Москва», флагман Чорноморського флоту Росії, отримав суттєве пошкодження. Виникла пожежа. Крейсер нес огромный боекомплект. Это, в частности, 16 крылатых ракет и 64 ракеты С-300. Также на нем имелась возможность разместить ядерные боеголовки и множество других оружейных систем, для каждой из которых был свой склад боеприпасов и обслуживающий персонал. Кроме того, крейсер был флагманом, так что внутри него был настоящий фронтовой штаб. Через несколько часов в России подтвердили, что на крейсере взорвался боеприпас из-за некого возгорания без уточнения причин. Днем следующего дня сообщили, что пожар взяли под контроль. Однако уже вечером корабль затонул при попытке отбуксировать его в Севастополь. Сообщалось также, что экипаж почти 400 человек эвакуировали. Через неделю в Кремле признали гибель одного матроса. Тем временем, по данным украинской разведки, Россия провела секретную поисковую операцию, длившуюся по меньшей мере 2 недели. Були залучені від 5 до 7 кораблів. В основному це були рятувальні кораблі, це були катери, це були буксири, які здійснювали, по-перше, доставали тіла. Друге, знімали всю апаратуру, яка там засекречена, яка таємна апаратура. Ну і третє, проводили зачистку цього крейсера. Сколько моряков было на борту «Москвы» и сколько из них погибли, официально неизвестно. Однако родственники матросов заявляли по крайней мере о 40 жертвах и о 200 раненых. Тогда же соцсетями разошлась история с Дмитрием Шкребцом, жителем Ялты, чей 20-летний сын пропал без вести на крейсере. Крымчанин раскритиковал Путина в соцсетях, хотя до потопления крейсера против войны не возражал. Например, Шкребец заявлял, что Украины быть
не должно. Но вернемся к крейсеру «Москва». Что же все-таки с ним случилось? Ракетный удар от ЗСУ в Кремле до сих пор не подтверждают. Поначалу сомневались, по крайней мере на публику и в Вашингтоне. Но американские журналисты быстро выяснили, что Украина ударила по крейсеру именно благодаря разведданным из США. О том, как именно это сделали, в ВСУ рассказали совсем недавно. Валерий Залужный сообщил, Украина использовала свой совсем небольшой шанс, сыграв на самоуверенности Кремля. Неможливість уявлення того, що друга армія світу може бути кимось уражена або знищена, затягнуло ці колони під Київ, які ми спалили, так само затягнули це ржаве корита безпосередньо в зону уражения. Да, но ведь на флагмане должна была быть соответствующая защита, спросите вы. Она была, но устаревшая и с одним радиолокатором, который мог не заметить низколетящие Нептуны. Также его могли вывести из строя беспилотниками. Байрактар один такие маленькие бомбочки по 20 килограммчиков, 4 штучки, но управляемые. И вот с высоты 8 километров кидать одну за одной, пока наконец она не попадет. Вот это ведро с крышкой 4-метрового диаметра не уничтожит главный и единственный локатор, который обслуживает, и после чего можно брать эту Москву голыми руками. Чего же добилась Украина, уничтожив флагман Черноморского флота России? Это не только имиджевые потери Кремля, хотя они велики. После гибели крейсера оставшиеся российские военные корабли отвели подальше. Это минимизировало риск высадки российского десанта, а также позволило ВСУ освободить остров Змеиный. Кроме того, Украина смогла вернуться на мировой рынок сельхозпродукции после заключения зерновой сделки. И несмотря на то, что крейсер на дне уже год, все детали операции раскрывать рано, считают в Києві. Деякі є нюанси, які до сих пір невідомі нашому ворогу, а це означає, що ми можемо запропонувати їм ще черговий сюрприз на морі, чергову бавовну, пов'язану з їхніми кораблями. Ми просто чекаємо слушного моменту для того, чтобы повторить эту историю. Крейсер «Москва» стал первой далекой целью для ВСУ. Ее успешное поражение показало, наши бойцы умеют вступить не только в непосредственный бой со второй армией мира, но и проводить дистанционные операции. Психологический эффект на обе стороны противостояния тоже сложно переоценить, поэтому за этой операцией последовали другие. Следующим был подрыв Керченского моста, еще одного символа российской оккупации Крыма. Через него на полуостров доставляют российскую военную технику, а после везут на фронт. Так что 8 октября в 6:07 утра на Керченском мосту взорвался начиненный взрывчаткой грузовик. Были уничтожены 2 пролета дорожного покрытия, а на железнодорожных рельсах загорелся грузовой поезд с топливом. Это произошло на следующий день после 70-летнего юбилея Путина. Какой же день рождения без подарков? Российские пропагандисты зашлись в истерике, требуя от Кремля что-то предпринять. Предлагали сжечь Киев или же начать ядерную войну. Ничего из этого не произошло, но Путин и правда обвинил во всем украинские спецслужбы. Тем временем в Киеве взрывы на Керченском мосту приветствовали, но свою причастность прямо не подтвердили. Сьогодні на території нашої держави був непоганий і більшою мірою сонячний день. На значній території близько 20 градусів тепла і сонця. На жаль, в Криму було хмарно, хоча і теж тепло. Дальше больше и глубже в тыл противника. В начале декабря под ударом оказались российские авиабазы, откуда месяцами бомбили Украину. И считали, что Киев бессилен ответить. Загадочные дроны атаковали военный аэродром Дягилево недалеко от Рязани, за 500 километров от украинской границы. Там, среди прочего, базируются стратегические бомбардировщики, способные нести ядерные бомбы. Один из дронов попал в бензовоз. В результате погибли по меньшей мере 3 военных. Еще 6 получили ранения. Почти синхронно произошла еще одна атака дронов, уже за 700 километров от Украины, на авиабазе Энгельс-2, возле Саратова, одной из важнейших в России. Удар пришелся по взлетно-посадочной полосе. Были повреждены 2 стратегических бомбардировщика, использовавшихся для бомбежек Украины. А 2 российских военных получили ранения. В Кремле во всем снова обвинили Украину, но в Киеве ответили уклончиво. Земля круглая. Если часто что-то запускать в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся на место вылета.
А в начале марта уже 2023 года загадочные диверсии добрались и до Беларуси. Страна открыто принимает участие в войне против Украины, поэтому ее военные объекты являются легитимной целью для ВСУ. Соответственно, следующая бавовна произошла на военном аэродроме в Мачулищах. Это недалеко от Минска. Тогда от атаки дронов пострадал российский самолет-разведчик А-50, который применяли, чтобы вскрыть места дислокации украинской системы ПВО. Несмотря на то, что ответственность взяли на себя белорусские оппозиционеры, Лукашенко заявил, что Украина бросила вызов Беларуси и даже обозвал Зеленского. Президент Зеленский просто гнида. Просто гнида. Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны, главнокомандующим. Теперь же народ требует продолжения банкета. Один из украинских банков обещает 20 миллионов гривен разработчикам беспилотников, которые смогут посадить свой дрон на Красной площади в Москве на 9 мая. Тем временем украинский военный эксперт Роман Светан не сомневается, что для ВСУ это возможно уже сейчас. Система противовоздушной обороны России, она дырявая, как дуршлаг. Это еще осталось после Советского Союза. Если по прямой за 1500 километров могут идти наши беспилотники. Светан считает, что удары по Москве случатся, если в этом будет военная необходимость. Парад на 9 мая не такой случай. По словам эксперта, ВСУ сейчас наносит удары по тылу врага, уничтожая логистику, базы и готовя свое контрнаступление. И даже возможно, что оно уже началось. Таким образом, потоплением крейсера «Москва» Украина, во-первых, хорошенько расчистила Черное море и сильно ослабила российский флот. Сказать, что сейчас это сборище ржавых корыт, было бы ошибкой. Врага нельзя недооценивать. Но Украина стала чувствовать себя куда свободнее. Во-вторых, уничтожение флагмана флота Российской Федерации, кроме военного, имеет еще и символическое значение. Незащищенных мест в России теперь нет. Дроны, стрижи достают до военных баз в глубинке. Нефтеперерабатывающих заводов, нефтехранилищ, газопроводов, военных фабрик. Что уже говорить, если на резиденции Путина и на многоэтажках Москвы ставят ПВО? Возможно, это самый лучший повод Кремлю и его ярым сторонникам понять: все не так однозначно, ребята.